Но здесь довольно забавная записка по поводу 29 февраля. Это наших предков называли Кощеев день. И, так сказать, потом христианство уже переделали в другой праздник, так сказать, Касьянов день называется. Но дело в том, что действительно интересный факт, потому что когда, как говорится, была фальсификация, когда поняли, что христианством навязали, но навязали только формально чисто, то есть люди ходили в церковь, потому что им приказывали ходить, но жили они по ведическим традициям, то Никон, патриот 1556 год, если говорить современным летоисчислением, хотя это неправильное летоисчисление, скажем так, вот, он сделал хитрость. Он взял просто, в христианстве полно святых, на каждый день приходят по пачке, правильно? Он просто взял каждому ведическому празднику, прицепил такого святого, который в этот день приходится по христианству. И стали праздновать, и они стали, христианство стало называть это праздниками. До этого праздниками не считались, считалось, что это языческие обряды, люди делают. А так сделали праздниками христианскими. А если учесть, что к тому времени простые люди были действительно безграмотные, если раньше все были грамотные, то в XVI веке уже были безграмотные все действительно, то, естественно, через несколько поколений уже мало кто помнил, что это праздник христианства никакого отношения не имеет. Вот таким образом они смогли победить вот на генетический уровень, заложена память о ведических традициях и праздниках. Потому что дали им окраску христианскую, и все. И люди очень быстро забыли. И действительно победили очень много. Никоновское предательство такое, оно действительно сыграло очень серьезную роль. И еще раз затронул вопрос, пока касаюсь таких вот вещей, что интересно. К примеру, смотрите, вот недавно отмечали китайский Новый год, да? У них свое летоисчисление. Хотя китайцы отмечают общий Новый год, правильно? Но китайцы отмечают, евреи отмечают свой Новый год. Там другие народы отмечают свой Новый год. Я ничего против не имею. Но почему нам нет возможности отмечать наш Новый год? У нас существовал Новый год. Почему бы действительно не начать одна из кампаний по возрождению именно празднования на территории Руси именно русского Нового года? В сентябре. Точнее, кажется, день осеннего равноденствия. 22-го, да. 21-го, 22-го. Новолетие, да. Вот. Можно восстановить, чтобы показать, что у нас тоже. Почему китайцам можно иметь свой Новый год, да? И все празднуют, и всем нормально, ничего проблем. А почему нам нельзя? Это реально было. Было. И подтверждение тому летописи возьмите все, там все написано именно летоисчисление сотворения мира в звездном храме, к примеру. И так далее, и так далее, и так далее. Вот понимаете, вот начинаться можно не с каких-то больших дел даже, хотя большие дела тоже нужно делать, но и с мелочей, то есть возрождение традиций в правильном понимании, вот возрождение празднования того же самого Нового года, нашего Нового года, который имеет гораздо больше привязки к реальности, чем то, что мы сейчас празднуем. И многое уже пошло. Люди стали говорить, а почему? Вот большинство людей, которые не знают, сказали, а почему Новый год так? А потому что вот по этому Новому году у нас сейчас такой-то... А что это было? А это было то-то, то-то, то-то. И люди, оказывается, знают, что прошлое у нас великое, десятки тысяч лет, а не какие-то тысячи лет, которые нам приписывают, как это тоже Путин заявил. Вот, 1000 лет. Как я в одном своей писал, кто не читал, 1000 лет. Да пускайте почитают современные историки, что 1000 лет, типа, вот варяги пришли к диким славянам и принесли к ним государственность, да? Справочка. Во-первых, на территории варяги никакого отношения к шведам не имеют, это первое. Хотя некоторые из них были шведами. Но большинство шведов, так называемых современных, их предки имели корни русов, большинство.
скифа, сарматы. Кто такие скифы? Знаете, кто такие сарматы? Это разные народы? Это один народ. Просто мы люди князя Скифа. Тех называли скифами. Мы люди князя Сармата. И вот из того, что не знали паразиты, понимая это, зная, они исказили, извратили, и получается, что скифы – это скифы, сами по себе, сарматы – это сарматы, кемерийцы – это кемерийцы и так далее. И вдруг огромные народы исчезли без следа. То есть сотни тысяч, если не миллионы людей куда-то исчезли. Да не исчезали они. Они также жили и живут там, где и живут. Только их стали называть по-другому. И все. И вот многие вещи вот тогда можно было уже поднимать. А так получается, что легко замалчивать, потому что кричат китайцы о великой своей культуре, что варвары и европейцы. А вот кто читал, пока не запретили мою книгу, второй том, я там прописывал, что по легендам, оказывается, наши с вами предки приходили и их учили всему и вся. И что по тем понятиям, которые существовали у тех китайцев, к которым пришли наши предки, они находились на уровне примитивном, примерно папуасов Новой Гвинеи. Потому что представление у них было то, что произошло, когда вот разворот оси был, именно позволяет для меня лично понятно, когда, знаете, когда вот человек говорит о чем-то, он говорит на уровне своего понимания явления. И когда вот они описывали в своих древних китайских хрониках, которые не я их придумал, что произошло, в это описание соответствует самому примитивному пониманию. То есть они не представляли, что такое планета, что такое, то есть тоже не планета плоская была и тому подобное. И там четко пишут, что прилетели с севера боги, которые дали им то-то, 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 то-то. И потом, 7,5 тысяч лет назад, уже больше лет назад, китайцы отблагодарили наших предков за то, что им дали, обучили всему. Они пытались уничтожить, когда было тяжелое время, Великую Скифию или Славяно-Римскую империю, так называемую. Но проиграли.